Друзья, привет! Сегодня мы посмотрим на одно из самых зрелищных религиозных мероприятий на Бали, связанных с празднованием Нового года. Это парад Ого-Ого. На Бали свой календарь, и Новый год будет послезавтра. Позавчера был Миласти, это ритуал очищения энергии воды. Сегодня будет парад Ого-Ого, завтра будет День тишины Ньепи, и послезавтра будет первый день Нового года. Шествия будут проходить по всему острову, и в некоторых районах уже начались, например, в Кути, где я был совсем недавно. Приходится говорить громко, потому что играет какое-то адское рубилово. Но давайте пройдемся вдоль расставленных фигур и просто на них посмотрим. Самое крупное шествие будет происходить здесь, в Денпасаре. Я сейчас нахожусь в центре Денпасара, в большом парке. Сейчас попробую показать, что вокруг. По идее, статуи уже должны были быть здесь, но целый день лил дождь. Видно, что небо серое, и я даже с собой захватил зонт, он торчит из рюкзака, и дождевик. Но сейчас вроде бы чуть-чуть посветлело небо. Начинается парад, выносят первую фигуру – огроменный дракон. Фигуры символизируют демонов, которые в конце шествия будут разрушены или сожжены. Это должно очистить остров от зла. Никаких ограничений на образы зла и пороков нет. Здесь индуистская мифология и местные верования, и персонажи кино и мультфильмов, либо полет фантазии авторов. Обратите внимание на количество людей. Огромная площадь полностью забита народом. Фигуры делаются от каждой деревни или района. На постройку крупных уходят месяцы работы. Часть фигур делается и управляется детскими коллективами. Вот одна из них. Это глава местных демонов, старуха Рангда. Изображается зависшей грудью, когтями и другой анатомией. Кажется, это искусственный мех. Многие фигуры движутся собственным освещением и собственной музыкой. Особо крупные сопровождают вариации местного национального оркестра «Гамилан». Другие шествуют под популярные рок и поп-мотивы, чему очень радуется молодежь, отрываясь как на концерте. На каждом перекрестке фигуры раскачивают и вращают 3 раза против часовой стрелки, чтобы сбить с толку злых духов и продемонстрировать мастерство. Фигуры должны быть одновременно легкими и прочными, чтобы выдержать вращение. И это требует больших сил и очень сложной работы команд, которые стараются раскрутить фигуру изо всех сил. Некоторые превращают вращение в завораживающее шоу. Прямо здесь едет пожарная машина, и, видимо, одно из представлений, связанных с огнем, немножко не удалось. Причем едет быстро, посмотрите.
оркестры требуют отдельного внимания. Это не классический гамелан, походная разновидность с отличающимся набором инструментов. Если пройтись вместе с оркестром, то ритм и мелодия погружает в транс. Рангда очень популярный персонаж, поэтому тема сисек раскрыта. Да и вообще фигуры стараются делать с соблюдением анатомических подробностей. Похоже, у них какой-то пунктик про ногти на ногах. Длинные ногти на ногах присутствуют практически у всех демонов. Религия на Бали, балийский индуизм, это сплав туземных верований, буддизма и учения Шивы, пришедшего из Индии, что делает остров уникальным с точки зрения проводимых обрядов, обычаев и архитектуры храмов. Несмотря на то, что религия очень глубоко пронизывает жизнь местных жителей и даже политику, для туристов она проявляется в абсолютно ненавязчивой форме. Кстати, аэропорт Бали единственный в мире, закрывающийся на 24 часа в связи с днем тишины, Ньепи. С 6 утра после окончания парада и до 6 утра следующего дня остров погружается в молчание. Официально запрещено, в том числе туристам, выходить на улицу, шуметь и включать наружное освещение. Отели и агентства предлагают специальные туры, отправиться на соседние острова, где запрет уже не действует. Но я бы советовал провести эти сутки на острове. Из-за полной темноты звездное небо выглядит сказочно ярким, а отсутствие шума позволяет заполнить все вокруг звуком природы. Балийцы проведут эти сутки в молчании и медитации, обдумывая прошедший год. А на следующий выходной день, первый день Нового года, отправятся навещать родственников. Высота многих фигур не позволяет им пройти под проводами, поэтому с фигурами несут специальные бамбуковые шесты, поднимать провода. Некоторые фигуры разрушаются в процессе шествия, не выдерживая тряски, вращения и столкновения с деревьями. Но никто не расстроен участью злых демонов. Пока я смотрел парад со стороны, как зритель, фигуры не производили на меня впечатления. Парад не рассчитан на внешнего зрителя. Но вот когда я присоединился к процессии, стал общаться с людьми, толкать вместе с ними фигуры, пробовать инструменты оркестров в перерывах, наблюдать, как слаженно они работают командами. Вот тогда я получил огромный эмоциональный заряд. Спасибо всем участникам за отличный праздник и содействие в съемке.
11:30 вечера, площадь полностью забита народом, никто не расходится, все продолжают смотреть шествие. Я прошел вместе с фигурами, вместе с парадом через абсолютно все перекрестки. По моему потному лицу это видно. Вокруг вообще ни одного туриста, посмотрите. Нет, только местное население. Люди вокруг улыбаются. Я за все время парада, хотя он был очень напряженный, и очень много моментов было, когда там толпа сталкивалась вместе с этими вращающимися конструкциями. Я за все время не увидел ни одного недоброго взгляда, брошенного вообще по отношению к кому-либо. Я не видел ни одного пьяного человека за все это время, не видел ни одного расстроенного или злого человека. Такие эмоциональные впечатления от происходящего. Подписываемся на канал и ставим пальцы вверх. Еще один пули. Я тоже думаю, я здесь единственный белый. Дальше и русский. Привет. Как себе это безумство? Очень круто. Веселишься? Да, на самом деле даже не ожидали от такого. Здорово. Привет, привет. Здорово, братуляк.